Привет, я Рен Кратос. Знаете ли вы, что Mortal Kombat 11 идет 60 кадров в секунду стабильно? А это значит, что 1 секунда, проведенная в игре, будет равняться 60 кадрам, или же по-английски фреймам. Соответственно, 50 кадров – это меньше секунды, 40 кадров – еще меньше, 30 кадров – это полсекунды, 20 кадров – это меньше, чем полсекунды. Я думаю, вы поняли суть. Чем меньше кадров, тем меньше времени проходит, соответственно быстрее. Это очень важно, поскольку именно в кадрах измеряются многие вещи в игре, будь то скорость удара или преимущество на блоке. Давайте рассмотрим конкретно на примере. Удар ногой Скорпиона, назад крестик, имеет скорость 27 кадров, а удар ногой того же Скорпиона вперед круг имеет скорость 16 кадров. Вопрос, какой удар быстрее? Очевидно тот, который имеет меньше кадров, то есть вперед круг. Но откуда нам взять эту скорость удара? Откуда это взялось? У каждого приема или удара есть своя скорость. Давайте заглянем в список приемов персонажа. Находим любой прием и видим 7 колонок вот тут. Не пугайтесь, рассмотрим пока первую колонку. Она называется стартап. Это и есть скорость срабатывания удара. Посмотрите, у каждого удара она разная, и это неудивительно. Итак, теперь вы знаете, что такое стартап. Наверное, вы спросите, для чего нужны остальные колонки? Они тоже по-своему важны. Вторая колонка – количество кадров, которые будут активны после приема. Третья – показывает, сколько кадров нужно на восстановление в исходное положение, если удар промахнется. Четвертое – это количество кадров, доступных для отмены. Пятое – количество кадров преимущества после попадания. Шестое – это преимущество на блоке. Седьмое – новая колонка, отвечающая за преимущество после чистого блока. Все эти колонки и данные важны, но не для вас, ребята. Я не хочу нагружать сильно ваш мозг, и вам нужно лишь запомнить главное для начала. Все остальные колонки используются проигроками в тонких ситуациях, и то довольно редко. Все, кроме одной, тоже очень важной колонки, это преимущество на блоке. Практически любой удар или прием можно заблокировать, кроме бросков и командных бросков. Вы можете заметить, что у удара перед цифрой может стоять минус. Допустим, назад квадрат круг у Скорпиона имеет минус 10 кадров преимущества на блоке. Это значит, что если противник заблокирует этот удар, вы будете уязвимы ровно 10 кадров. 10 кадров вы не сможете сделать ничего, не поставить блок, ничего. Вы полностью уязвимы на 10 кадров, и противник в это время может вас наказать. Это и есть паниш. Как вы скорее всего поняли, после того как пройдут эти 10 кадров, вы снова сможете блокировать, двигаться и управлять своим персонажем. Но пока вы в минусе, а именно так называется положение, где вы уязвимы и ничего не можете делать, противник может наказать ваш удар своим ударом не больше 10 кадров. Если противник ударит приемом в 11 кадров, он не успеет наказать. Я думаю, суть вы поняли. Что насчет приемов, где перед цифрой нет минуса? Если перед цифрой в столбце преимущества на блоке нет минуса, значит этот прием имеет плюс. Такие приемы очень ценятся, поскольку в отличие от приемов с минусом, эти приемы наоборот дают вам преимущество даже после того, как ваш противник заблокировал удар. Как правило, такие приемы сложнее выполнить. Как вы, наверное, поняли, если у вас плюс, значит в этот момент у противника минус. Рассмотрим прием Скорпиона треугольник, квадрат, треугольник. Он имеет плюс 7, значит после того как противник заблокирует удар, он будет в минусе и не сможет ничего делать ровно 7 кадров. Однако блокировать все же противник сможет, но двигаться и атаковать нет. Если у вас плюс 7, значит вы в преимуществе ровно на 7 кадров. Представьте ситуацию, где вы и ваш противник одновременно ударите приемом в 10 кадров. Только вы ударите после плюс 7. Кто первый нанесет удар? Очевидно вы, ведь для противника этот удар займет аж 17 кадров, поскольку стартует на 7 кадров позже. Я думаю, вы поняли суть. Друзья, теперь вы знаете, что такое фреймдата, для чего она нужна, что такое стартап и преимущество на блоке. Я обязательно сниму видео по остальным колонкам фреймдаты после выхода игры. Ну а пока, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие гайды и ролики, а также не забывайте про группу ВКонтакте. До скорой встречи, друзья!